Когда мы говорим о режиссерах, для которых стиль — это не украшение, а сама суть повествования, имя Дэвида Финчера звучит одним из первых. Он не просто снимает триллеры, он хирургически вскрывает человеческую психику, страхи и навязчивые идеи. Я посмотрел все его фильмы, чтобы понять, в чем феномен Финчера, почему его кадры так узнаваемы, почему он перезаписывает сцены по 50 раз и почему даже реклама у него выглядит как культовое кино. Разберем каждый фильм по порядку: визуальный стиль, темы, монтаж и авторский почерк. Если вам интересно, как режиссер превращает мрак в искусство, это видео для вас. Дебют Финчера в большом кино начался не с триумфа, а с кошмара. Он оказался втянут в огромную студийную машину, лишенную логики и уважения к авторскому голосу. Производство «Чужого 3» сопровождалось постоянными переписками сценария, сменой продюсерских решений и жестким контролем со стороны студии Fox. Финчер был нанят, когда сценарий еще не был закончен, и в процессе съемок ему неоднократно запрещали переснимать или править сцены. Тем не менее, даже в таком ограниченном проекте Финчер оставил свой след. Его визуальный стиль, индустриальный, мрачный, с сильным ощущением безысходности, проявился уже здесь. История развивается в колонии строгого режима на отдаленной планете, где группа заключенных сталкивается с ксеноморфом. Это уже не боевик, как во второй части, и не замкнутый хоррор, как в первой. Это почти религиозная притча о жертве и очищении. Главная героиня, Элен Рипли, принимает свою смерть с осознанием, что это необходимо для спасения других. В этом финале Финчер закладывает свою ключевую тему – разрушение как путь к свободе. Фильм получил холодный прием, как у критиков, так и у зрителей, но со временем его начали переоценивать, особенно после выхода расширенной версии, где стали заметны идеи, которые Финчер не успел реализовать в прокатной версии. Интересно, что сам Финчер до сих пор отказывается считать «Чужого 3» своим фильмом. Но ретроспективно видно, именно здесь зародился тот самый стиль, который он позже доведет до совершенства, стиль, где страх, одиночество и визуальный мрак становятся художественным высказыванием. Вот с чего по-настоящему начался Финчер, которого мы знаем. 7. Один из самых мрачных и мощных триллеров 90-х, и не случайно он стал поворотным моментом в карьере Финчера. После провала «Чужого 3» он не хотел снова работать в большом кино. Но сценарий 7, написанный Эндрю Кевином Окером, оказался настолько сильным, что Финчер согласился, при одном условии, оставить оригинальный, шокирующий финал. Студия сперва настаивала на изменениях, но актеры, включая Брэда Питта, встали на сторону режиссера. Фильм рассказывает о двух детективах, расследующих серию жестоких убийств, каждая из которых связана с одним из 7 смертных грехов. Молодой, вспыльчивый Милс в исполнении Брэда Питта и уставший от жизни Сомерсет, Морган Фриман, погружаются все глубже в кошмар, созданный руками Джона Доу, серийного убийцы, который считает себя проводником Божьей кары. Визуально 7 – это шедевр и нуар нового поколения. Постоянный дождь, вечные сумерки, серо-зеленая цветовая палитра, тусклое освещение – все это создает ощущение гниющей цивилизации. Финчер буквально стирает грань между адом и реальностью. Это фильм, в котором даже дневной свет выглядит угрожающе. Ключевым элементом стала концовка, та самая сцена с открытием коробки, которая вызывала шок у зрителей и стала культовой. Финчер отказывается давать зрителю облегчение, он не верит в голливудскую справедливость, в этом вся суть фильма. Зло не побеждено, система сломана, и герои остаются с пустотой внутри. 7 не просто стал хитом, он стал определяющим фильмом десятилетия, вдохновив множество режиссеров и закрепив за Финчером статус визионера, который умеет превращать жанровый триллер в философское высказывание. После громкого успеха 7, Финчер получает больше творческой свободы. Его следующий фильм – интеллектуальный триллер «Игра», где проявляются ключевые для Финчера темы – контроль и утрата контроля, но теперь в более абстрактной и метафорической форме. Главный герой, Николас Ван Ортон, в исполнении Майкла Дугласа, богатый и холодный банкир, эмоционально отгороженный от мира. На свой день рождения он получает от брата подарок – участие в некой игре, проекте таинственной корпорации, обещающем изменить его жизнь. Что поначалу кажется развлечением, вскоре превращается в кошмар, стирающий грань между реальностью и иллюзией. Фильм построен как череда ловушек для главного героя и для зрителя. В каждом новом эпизоде ты не знаешь, кому верить и что по-настоящему происходит. Это мета-игра, в которой Финчер проводит тест на восприятие зрителя, управляя напряжением как дирижер, холодно и точно.
Мастерство Финчера в том, как он балансирует между ощущением безысходности и контролируемым хаосом. Он буквально ломает реальность главного героя, чтобы дать ему шанс увидеть свою жизнь под другим углом. Некоторые критики считали финал фильма слишком удобным, но на деле это не хэппи-энд, а скорее горькое прозрение: чтобы заново родиться, нужно сначала потерять все. «Игра» — это кино о человеке, который живет по правилам, пока его не лишают всех правил. И это еще один кирпичик в философии Финчера — разрушение как путь к трансформации. Один из самых спорных, провокационных и одновременно культовых фильмов конца 20 века. Финчер экранизирует роман Паланика и делает это так, что получившаяся картина выходит за рамки адаптации. «Бойцовский клуб» становится манифестом поколению, которое устало от потребительства, корпоративного рабства и эмоциональной кастрации. Главный герой — Эдвард Нортон, безымянный офисный клерк с бессонницей и кризисом среднего возраста. Он встречает харизматичного Тайлера Дёрдена в исполнении Брэда Питта, и вместе они создают подпольный бойцовский клуб, место, где мужчины бьют друг друга, чтобы снова почувствовать себя живыми. Но с каждой новой ступенью клуб превращается в нечто большее, в социальный феномен, секту и террористическую организацию. Финчер здесь максимально отрывается от жанровых рамок. Он экспериментирует с визуальным языком, ломает четвертую стену, а монтаж и ритм фильма бодрят как удар по лицу. Саундтрек подчеркивает агрессию, цинизм и отчуждение. Смысл фильма часто искажают, многие зрители приняли Тайлера за героя. Но Финчер с самого начала закладывает критику в саму структуру повествования. Это фильм о разрушительной иллюзии свободы, которую навязывает радикальная идеология. Тайлер не выход, а симптом той же болезни — стремление заменить одну систему власти на другую. Финал, где герой метафорично убивает Тайлера в себе, взрывает небоскребы и берет Марлу за руку, не о победе, а о признании: не существует простого пути к свободе, только личная ответственность и честность с самим собой. На момент выхода фильм провалился в прокате, но стал культовым на DVD. Его цитируют, анализируют и до сих пор спорят, что же на самом деле хотел сказать Финчер. Но одно очевидно: «Бойцовский клуб» — это его заявка на бессмертие как режиссера с авторским голосом. Финчер неожиданно снимает камерный триллер, почти как упражнение в собственном стиле. «Комната страха» — это кино с минимальным количеством персонажей, с ограниченным пространством, но с максимумом напряжения и технического мастерства. Сюжет прост: мать Джоди Фостер и ее дочь Кристен Стюарт переезжают в новый дом в Нью-Йорке. Первую же ночь туда врываются грабители, и женщины запираются в специальной бронированной комнате — Panic Room. Завязка элементарна, но Финчер превращает это в визуально изощренный триллер, играя с архитектурой дома, движением камеры и напряжением, которое держит на пределе весь фильм. Здесь Финчер максимально сосредоточен на контроле пространства. Он двигает камеру через стены, между полами, сквозь дверные проемы, буквально подчеркивая, что все под его режиссерским контролем. Этот технический блеск не ради трюков, а ради эмоционального эффекта. Мы тоже оказываемся в ловушке вместе с героями, без выхода. Интересно, что за кажущейся простотой здесь скрываются привычные для Финчера темы: изоляция, страх, контроль, слабость и сила, особенно в контексте материнства и ответственности. Это, возможно, его самый коммерческий фильм, но даже в нем Финчер остается перфекционистом, требуя по 50 дублей и создавая триллер, который не теряет темпа до самого финала. После 5-летнего перерыва Финчер возвращается с фильмом, который многие считают его мастерписом. «Зодиак» — это не просто криминальный триллер, а медитативное исследование одержимости, страха и невозможности найти ответы. Фильм основан на реальных событиях. Серийный убийца по прозвищу Зодиак терроризировал Калифорнию в конце 60-х и начале 70-х годов. Главные герои — карикатурист газеты Джейк Джилленхол, журналист Роберт Дауни-младший и детектив Марк Руфало — все втянуты в расследование, которое размывает грань между личным и профессиональным, между жизнью и безумием. Финчер здесь полностью отказывается от привычного напряженного темпа. Он замедляется, сосредотачивается на деталях: газетные вырезки, архивы, обыски, часы в полицейском участке. В этом фильме нет катарсиса, нет классического финала, и в этом его сила. «Зодиак» — это кино о неразрешимом, о том, как поиск истины может разрушить человека. Особенность фильма в его документальной точности.
Финчер с командой изучили сотни страниц дел, воссоздали локации до мельчайших деталей, даже улицы Сан-Франциско омолодили с помощью цифровых эффектов. Это не шоу, а почти историческая реконструкция, поданная с хирургической точностью. «Зодиак» — это не про убийцу, это про тех, кто не может отпустить прошлое, кому нужно найти ответы любой ценой. Это кино не дает разрядки, но остается в памяти как самый взрослый и философский фильм Финчера. Самый сентиментальный и, пожалуй, самый необычный фильм в карьере Финчера. Экранизация короткого рассказа Фицджеральда о человеке, который рождается стариком и молодеет с каждым годом жизни. На первый взгляд, это не то кино, которое можно было бы ожидать от режиссера «7» или «Зодиак». Но Финчер, как всегда, делает не просто трогательную историю, он превращает сказочную концепцию в глубокое размышление о времени, потере и одиночестве. Это фильм-медитация, где за визуальной красотой и техническими достижениями, от потрясающего омоложения Брэда Питта до цифровых декораций, скрывается очень тихая, но мощная драма. Финчер использует фантастику не ради зрелища, а чтобы показать, каким бы ни был наш жизненный путь, в конце остается одно и то же – любовь, память и прощание с близкими. Многие критики называли фильм слишком холодным или манипулятивным, но на деле это очень личное кино. Финчер показывает, что время – жестокий, но неизбежный судья. Мы все расходимся. Кто-то взрослеет, кто-то стареет, кто-то исчезает. И, возможно, этот фильм о принятии того, что все временно. Вот где Финчер удивил всех. Из истории о создании Facebook он сделал один из самых напряженных и драматичных фильмов десятилетия. Это не биография, не рассказ о бизнесе. Это трагедия одиночества, предательства и амбиций. Сценарий написал Аарон Соркин, и он буквально пылает от остроумных диалогов и интеллектуальной дуэли. Но именно Финчер сделал из этого сценария кино о людях, которые не умеют общаться, несмотря на то, что создают платформу для общения. Марк Цукерберг, сыгранный Джесси Айзенбергом, показан как гений и социопат одновременно. Он одинок, не понят, и движим не только желанием что-то создать, но и жаждой признания и мести. Вокруг него изменчивые друзья, враждебные однокурсники, инвесторы, адвокаты. Но по сути это фильм о невозможности близости в эпоху цифровой связи. Финчер снимает все с фирменной сдержанностью. Тусклая цветовая палитра, точная операторская работа и саундтрек создают атмосферу медленного разрушения отношений. Фильм заканчивается на самой горькой ноте. Человек, который связал весь мир, сидит в одиночестве, обновляя страницу бывшей девушки. Это фильм, где нет ни злодеев, ни героев, только люди, потерянные в собственной одержимости. Финчер здесь не осуждает, а просто показывает, иногда за гениальностью стоит пустота. После «Социальной сети» Финчер берется за англоязычную адаптацию бестселлера Стига Ларсона и делает из него холодный, стильный, но невероятно жесткий триллер, верный духу скандинавского нуара. Главная героиня – Лизбет Саландер, одна из самых ярких женских ролей в 21 веке, которую безупречно сыграла Руни Мара. Финчер создает вокруг нее целый мир, суровый, мрачный, полный тайн, насилия и старых семейных скелетов. Фильм рассказывает историю о расследовании исчезновения девушки, но гораздо глубже. Он о травме, отчуждении, женской ярости и борьбе за справедливость в системе, где зло всегда ближе, чем кажется. Визуально, это один из самых мрачных фильмов Финчера. Холодные оттенки, зимние пейзажи, резкие склейки – все работает на атмосферу постоянной тревоги. Саундтрек усиливает это ощущение, превращая каждую сцену в напряженный ритуал. Фильм не добился огромного коммерческого успеха в США, но стал культовым для поклонников режиссера. Финчер сумел превратить популярный детектив в исследование изломанных людей, которых объединяет только правда и жажда мести. «Исчезнувшая», наверное, самый циничный и остроумный фильм Финчера. Это триллер о браке, о медиа, о лжи и о том, как тщательно мы играем свои социальные роли. Экранизация романа Гиллиан Флинн, которая сама же написала и сценарий, получилась не просто удачной, а культовой. Когда пропадает женщина по имени Эми, ее муж Ник, Бен Аффлек, становится главным подозреваемым. В процессе расследования мы узнаем все больше грязных, неприятных, но невероятно правдивых деталей об их отношениях. Финчер здесь снова исследует человеческую двойственность, как внешность, слова, поступки могут скрывать совсем иные мотивы. Эми – это одна из самых харизматичных и пугающих героинь в кино последних лет.
Она не просто жертва, она манипулятор, актриса, режиссер собственной жизни, и Финчер восхищается ее силой, пусть и страшной. Визуально фильм напоминает «Зодиак» и «Социальную сеть», здесь сдержанная камера, мягкое освещение, идеальные ракурсы. Но при этом он намного острее, даже саркастичнее. Это черная комедия о том, как страшно быть в паре, где никто не говорит правду. «Исчезнувшая» — это и детектив, и социальный комментарий, и портрет нашего времени. Один из самых зрелых и хлестких фильмов Финчера. Финчер возвращается в кино после 6-летнего перерыва с, казалось бы, наименее подходящим для него фильмом, черно-белой исторической драмой о закулисье Голливуда. Но на деле «Манк» — это самый личный проект режиссера, сценарий написал его покойный отец Джек Финчер, и фильм стал данью памяти не только ему, но и всему кинематографу. История рассказывает о Германе Манкевиче, соавторе «Гражданина Кейна», который в пьяном и циничном состоянии сочиняет сценарий будущего шедевра. Это фильм о борьбе художника с системой, о правде, которую никто не хочет слышать, и об одиночестве тех, кто говорит правду вслух. Финчер создает потрясающий по визуалу оммаж старому кино, зернистая пленка, винтажный звук, типичная структура сценария 40-х годов. Но при этом фильм не ностальгирует, он показывает, насколько прогнившим и циничным был даже золотой век кино. Гэри Олдман в роли Манка просто блестящий. Аманда Сейфрид в роли Мэриан Дэвис раскрывает непростой женский образ, полный уязвимости и остроумия. Саундтрек, неожиданно сделанный в стиле джаза 30-х, великолепно работает на атмосферу. «Манк» — это медленный, ироничный, взрослый фильм о том, что за великим искусством часто стоят совершенно невеликие, но честные и страдающие люди. Финчер снова берет паузу, на этот раз трехлетнюю, и возвращается с чем-то, что кажется простым боевиком. На деле «Убийца» — это практически философское размышление о контроле, дисциплине и бессмысленности насилия. Главный герой, наемник, Майкл Фассбендер, абсолютно холодный и бесстрастный. Он живет по своим правилам, избегает эмоций, держит все под контролем, пока один сбой в системе не запускает цепочку мести. Фильм кажется минималистичным, минимум диалогов, сдержанный стиль, монотонное повествование. Но за этим фасадом скрывается глубокая критика современных мифов о продуктивности, рациональности и контроле над собой. Финчер исследует, как в погоне за эффективностью человек теряет себя. Каждый выстрел, каждый шаг главного героя – это часть механизма, но механизм этот все больше буксует. И когда герой теряет контроль, он начинает сталкиваться с тем, чего боялся больше всего – с человечностью. Визуально фильм безупречен, сдержанная цветовая палитра, точные движения камеры, саундтрек The Smiths, как контрапункт к внутреннему миру героя. Все говорит нам, это не просто кино про киллера, это медитация о пустоте, в которую скатывается гиперконтроль и насилие. Фильм получил смешанные оценки, но преданные фанаты режиссера увидели в нем один из самых глубоких фильмов последних лет. Посмотрев все 12 фильмов Дэвида Финчера, сложно не восхититься тем, насколько целостным и при этом разнообразным является его авторский стиль. Он может снимать триллеры, детективы, драмы, сатиры и даже историческое кино, но всегда оставаться собой. Финчер — это не просто режиссер с узнаваемым визуальным почерком. Это мастер контроля, детализации и атмосферы. Его фильмы будто выточены из гранита, в них нет случайных кадров, каждый звук выверен, каждая сцена подчинена внутреннему ритму. И этот ритм чаще всего тревожный, холодный, напряженный, он держит зрителя в постоянном тонусе. Даже в самых разных жанрах он продолжает исследовать темные стороны человеческой природы. И делает это не ради шокирования, а ради понимания. Финчер не дает простых ответов, он просто заставляет нас смотреть вглубь, туда, где страшно, неуютно, но невероятно интересно. Конечно, у каждого из нас будут свои фавориты, кто-то обожает «Бойцовский клуб» за его анархию, кто-то считает «Зодиак» вершиной криминального кино, а кому-то ближе камерная драма «Социальная сеть» или триллер «Девушка с татуировкой дракона». Но ясно одно, все фильмы Финчера – это произведения автора, который не боится копаться во мраке, чтобы сказать что-то важное о нас самих. Если вы не видели его работы, обязательно посмотрите. Пишите в комментарии, что думаете о фильмах Финчера и нужно ли разобрать его сериалы в будущем. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео о великих режиссерах и самых необычных фильмах. До встречи!